Ребята, всем привет! Давайте вначале определимся с понятием. Итак, навык чтения нот с листа– это умение грамотно и правильно, то есть ритмически и интонационно, сыграть по нотам без остановок какое-либо новое музыкальное произведение по сложности, не превышающее технических возможностей музыканта, пианиста, да, в частности. И не секрет, что далеко не все даже играющие любители владеют этим навыком. Значит, не хотят просто признавать себе какую-либо ошибку. Пропускают ее, как только спотыкаются об нее, и просто бегут мимо. Умение читать с листа не зависит от музыкальной одаренности нисколько. Это лишь схватывание и воспроизведение на лету всего того теоретического, чему вы обучаетесь. Почему так? Дело в том, что нотный текст– это всего лишь условные знаки, из которых и формируются музыкальные фразы, которые уже облачены в форму гармонического, динамического, мелодического, метроритмического рисунка всего музыкального произведения. Помимо этого имеется большое число добавочных обозначений, которые уже стоят возле нот. Это аппликатура, это штрихи, динамические оттенки и так далее. И все это нужно уметь прочитать, просчитать, воспроизвести, но на скорость во время чтения нот с листа. И самое важное, пусть в исполнении у вас будут ошибки, но исполнение ваше должно быть непрерывным. В этом суть навыка. Именно так в свое время учили меня читать ноты с листа на скорость. Дают ноты мне, допустим, дают мне 2 минуты посмотреть, их там просчитать про себя, отметить в голове все детали и вперед. Просто как получится. Так можно было делать с произведениями, допустим, из любых хрестоматий музыкальных школ. А здесь вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы одномоментно охватить такое количество обозначений, нужно иметь достаточный запас навыков. Это знание тональностей, штрихов, аппликатурных позиций, уметь грамотно группировать длительности в доли, в зависимости от размера, иметь развитый внутренний слух для того, чтобы найти и попробовать пропеть мелодию у себя в голове до того, как ты воспроизведешь это на инструменте. Должно быть и чувство ритма, чтобы не ускакать вперед паровоза и наоборот не задерживать движение общее. И на все это у вас только один шанс. Второго для такого упражнения для мозга уже не дано. Второй раз это уже разбор будет, как и дальнейший, то есть суть пропадет. Вообще вы можете тренировать, как я в свое время, такой навык на произведениях, допустим, из тех же хрестоматий. То есть берете хрестоматию за 1 класс и вперед. Можно все подряд, можно пропускаем. Далее 2 класс, 3 класс, 6 класс, и так вы набьете руку. При этом, безусловно, самый необходимый навык для чтения нот с листа– это умение смотреть вперед. И воспитывать этот навык нужно с самого начала. Допустим, играете вы в 1 такте. Играете, а думаете уже о следующем. Считаете его, приноравливаетесь к нему, предугадываете аппликатуру в нем, то есть заранее заботитесь о своем удобстве при возможных скачках, при соединении мелодии, при соединении аккордов и так далее. Играете 2 такт, уже глазами вы в 3 такте и так далее. То есть вам нужно думать вперед. Такое восприятие вперед будет зависеть от подвижности ваших нервных процессов, которые как раз и развивает вот такая вот постоянная тренировка. То есть изначальная тренировка, которая изначально положена на верное воспитание пианистических навыков и на теоретическую базу. Частая проблема при чтении нового нотного текста, которую все боятся, это большое количество ключевых знаков. И если в разборе нового произведения вы с самого начала не определите ключевые знаки, не определите начальную и конечную тональности
и, соответственно, все те знаки, которые будут по умолчанию входить в них, а будете ориентироваться только на свой слух, вы в результате будете делать ошибки. И, собственно, переходим к плану чтения нот с листа. К тому, что мы делаем перед игрой за как раз те самые 2-3 минуты, которые даны вам на подготовку. Вам нужно будет охватить взором весь материал целиком, определить тональность, темп, предположительно характер, уяснить, в каких ключах играют руки, а то, знаете, мало ли, ключевые и встречные знаки, также метр и размер. Также отметить для себя ритм выстукиванием или прохлопыванием его, отметить трудные такты. Проанализировать интервальное строение текста, то есть как строится мелодия, плавно, скачками, какие используются интервалы или аккорды в сопровождении, узкие они, широкие. Просмотреть, есть ли знаки повтора, какие-то повторяющиеся фрагменты, вольты, репризы и так далее. Обратить внимание на динамические оттенки, на штрихи, на изменения темпа возможные, также фермата. Наметить в голове целесообразную аппликатуру, которая будет как раз зависеть уже от движения, мелодии, гармонии, их пересечениях и так далее. Также пропеть, возможно, мелодию про себя, так вам будет легче представить внутренним слухом общий музыкальный образ, для того, чтобы уже его позже воспроизвести в темпе. Ну и переходить к игре. Внимание вам следует обратить также на выбор вашего темпа. Вы можете, потому что взять либо слишком быстрый темп, либо наоборот слишком медленный и все испортить общую картину. При этом не забывайте забегать глазами вперед, это очень важно. Чтобы вам было интересно и проявился азарт, я вам могу посоветовать 2 пути. Первый путь – это долгий, но кропотливый, при этом он постепенный, это путь через хрестоматии. И второй путь, опять же долгий, но рандомный, через какие-либо яркие пьесы. Ведь выбирая с листа то, что вам нравится, вы здесь уже не сможете следовать методу нарастания сложности, и вас будет кидать из стороны в сторону. То вы выбрали легкое произведение, то вы выбрали сложное произведение, то опять вы выбрали легкое произведение, то сидите на месте, выбирая похожее по сложности. Динамики развития навыка здесь не будет, будет просто хаос, но зато азартно и с огоньком. В любом случае, для того, чтобы не играть по слогам, выбирая материал заранее, вы должны убедиться, что все элементы музыкального языка, пьесы выбранной, вам знакомы. Ну и давайте напоследок. Вообще игра с листа – это только воссоздание предварительного образа, которое возникает в сознании при взгляде первоначальном на ноты. Первое впечатление, другими словами. То есть здесь не стоит вам сурово корить себя за какие-либо промашки в соблюдении единой линии повествования, в соблюдении ведения материала и так далее. В любом случае материал для чтения нот с листа будет усложняться, рост будет, но конца и края ему нет. Такова наша судьба. Удачи! Спасибо, что посмотрели. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, оставляйте их внизу, и по возможности на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!